Слушай внимательно, ибо я говорю с тобой в этот священный момент с божественной настоятельностью. Ты стоишь на краю неожиданного сдвига, сверхъестественной поворотной точки, которая уже разворачивается под поверхностью твоей жизни. Ты чувствуешь тяжесть своих нужд, давление на сердце, немой зуд от того, что не знаешь, как справишься со следующим счетом, следующим обязательством, следующим штормом. Но послушай меня сейчас. Ничто из того, с чем ты сталкиваешься, не скрыто от моих глаз. Я – Бог, который видит, Бог, который входит в долину раньше, чем ты вообще меня позовешь, Бог, который готовит благословение задолго до того, как ты осознаешь нужду. Ты нес на себе бремя недостатка, страха, неопределенности, но то, что ты называешь кризисом, я называю началом твоего преображения. Остаться со мной до самого конца этого послания, потому что есть секрет, который я открою только в конце, безошибочный ключ, который откроет дверь, о которой ты молился в тишине. Не упусти его. Ты чувствовал себя одиноким в своей борьбе, но я наблюдал за каждой слезой, каждой молитвой, прошептанной в изнеможении, каждой ночью, когда твои мысли мчались галопом, а сердце задавало вопросы о твоей судьбе. Ты веришь, что у тебя заканчиваются силы, заканчиваются варианты, заканчивается время. Но ты даже не осознаешь, что этот самый момент – божественная подготовка к твоему чуду. Я привел тебя сюда, потому что твой дух готов принять то, в чем твой разум все еще сомневается. Ты поймешь это яснее по мере того, как это послание будет раскрываться, но сейчас держись за эту истину. Я готовлю урожай именно на той земле, которую ты считал бесплодной. Я формирую богатство из того, что казалось пустым. Я высвобождаю благословение, которое не только поддержит тебя, но и умножит то, что ты считал уже завершенным. Есть причина, по которой ты был притянут к этому посланию сегодня. Это не случайность, не совпадение, не случайный щелчок мыши. Это часть Вечного Завета, который у меня есть с тобой, того, о котором ты забыл из-за давления обстоятельств. Ты смотришь на свою жизнь и видишь ограничения. Я смотрю на твою жизнь и вижу наследство. Ты видишь закрытые двери. Я держу ключ. Ты видишь долги. Я вижу изобилие, которое формируется в тишине. Ты видишь невозможность. Я вижу предназначение. И прежде чем это послание закончится, я открою точный сдвиг, который вот-вот произойдет, тот самый знак, который подтвердит, что твое чудо уже началось. Но ты должен остаться до последней строки, потому что откровение требует подготовки, и твое сердце должно быть расположено, чтобы принять его. Сейчас вокруг тебя происходит сверхъестественное движение, даже пока ты слушаешь. Ты можешь чувствовать, как тяжесть поднимается с твоего духа, тихое успокоение, которое ты не можешь объяснить. Это мой голос касается тех мест внутри тебя, которые были ранены разочарованием. Я знаю, сколько раз ты верил, что перемены рядом, и ничего не видел. Я знаю, сколько раз тебе казалось, что дверь должна была открыться, но оставалась запечатанной. Но послушай меня, то, что было отложено, не было отменено. Ты не был проигнорирован, ты был выровнен. И то, что я собираюсь сделать в твоей жизни, придаст смысл каждому запутанному сезону, который ты выдержал. Но прежде чем я высвобожу полное откровение, прежде чем открою скрытую истину, которую я держал для тебя, ты должен понять кое-что важное, то, что станет рамкой для остальной части этого послания и подготовить тебя к божественному преображению, которое приближается. То, что я открою в конце, бросит тебе вызов, укрепит и разблокирует духовное наследие, которое всегда принадлежало тебе. Держись и не отворачивайся. Следующие моменты покажут тебе, почему твоя борьба никогда не была концом, но дверью в изобильное будущее, сформированное моим обещанием, моим заветом и моей вечной любовью к тебе. Остаться со мной. То, что будет дальше,
навсегда изменит твое сердце. Ты чувствуешь давление в груди, потому что тяжесть твоей реальности слишком долго сжимала твое сердце. Ты жил в цикле тихих битв, некоторые из которых никто вокруг тебя по-настоящему не понимает. Ты видел, как деньги ускользают сквозь пальцы быстрее, чем ты успевал их заработать. Ты видел, как возможности исчезают в тот момент, когда казалось, что они уже в твоей досягаемости. Ты боролся с моментами слабости, когда даже твоя вера казалась тонкой, хрупкой, натянутой между надеждой и отчаянием. И все же во всем этом ты продолжал идти вперед, неся дух, который отказывался полностью рухнуть. Но послушай меня, я никогда не предназначал тебе выживать на обломках. Я никогда не хотел, чтобы ты мирился с нищетой. Я – Бог изобилия, Бог жатвы, Бог сверхъестественного обеспечения, и недостаток, который ты переживал, не последняя глава твоей истории. Ты смотришь на свои обстоятельства и видишь недостаточность, но я вижу момент перед расширением. Бедность, долги и эмоциональное истощение пытались убедить тебя, что ты застрял, что твоя судьба зафиксирована, что твоя ситуация не может измениться. Но это ложь, прошептанная страхом. Они пытаются заглушить мой голос, затемнить твой взгляд, заставить тебя забыть, что ты избран, что ты носишь божественное наследие, что я заключил завет с твоей жизнью задолго до того, как ты увидел свою первую борьбу. Все, с чем ты сталкивался, было частью скрытой подготовки, формирующей твое сердце так, чтобы оно смогло распознать чудо, которое теперь приближается. Были дни, когда ты умолял о передышке от шторма, но шторм только усиливался. Были ночи, когда ты ожидал ответов, но приходила лишь тишина. Ты ставил под вопрос свою ценность, свою силу, свое будущее. Иногда ты задавал вопросы и мне не из неуважения, а из отчаяния. И я слышал тебя каждый раз. Я наблюдал, как ты пытался оставаться сильным ради других, даже когда сам ломался. Я видел, как ты растягивал то малое, что у тебя было, как ты жертвовал тем, что казалось невозможным отдать, как ты держался за веру, даже когда не чувствовал ее. Ты думал, никто не видел этих моментов. Но я видел. И теперь я превращу то, что было невидимым, в безошибочное благословение. Но прежде чем следующая стадия этого послания раскроется, я прошу от тебя одного простого шага. Поставь этому видео отметку. Нравится. Не потому, что само действие изменит твою судьбу, но потому, что это маленький жест согласия, знак того, что твое сердце открыто к тому, что я делаю. Каждый акт веры, даже самый маленький, становится семенем. И когда ты выбираешь посеять согласие, я умножаю его. Нажми кнопку «Нравится» сейчас как декларация того, что ты готов к преображению, готов к откровению, готов к богатству, благословению и сверхъестественному сдвигу, который я высвобождаю. Теперь слушай внимательно, потому что нарастание этого послания не случайно. Я втягиваю тебя глубже в то, что приготовил для тебя. Твои финансовые трудности не были случайными атаками. Это было духовное давление, призванное подтолкнуть тебя к моему обеспечению. Каждый момент, когда ты чувствовал себя покинутым людьми, был призван привести тебя к более глубокой связи со мной. Каждая закрытая дверь была божественным перенаправлением к двери, которую я приготовил специально для твоей жизни. Я не создавал тебя для мучений. Я не проектировал твою душу для жизни в недостатке. Я не формировал твою судьбу так, чтобы ее отмечал страх. Я предназначил тебя для изобилия. Я предназначил тебя для наследия. Я предназначил тебя для жатвы. И я не позволю врагу убедить тебя в обратном. Ты ходил с тихой раной, той, которая сформировалась из многих лет попыток без прорыва. Ты боишься, что бы ты ни делал, ничего не изменится. Но послушай меня,
этот страх разрушается прямо сейчас. Я разбираю по частям твердыню, которая сжимала твои финансы, твою уверенность и твою надежду. Я ослабляю цепи, наложенные на твои возможности. Я переписываю повествование, которое мир пытался навязать тебе. Ты не предназначен для того, чтобы едва сводить концы с концами. Ты не предназначен жить с «и едва хватает». Ты не предназначен оставаться в финансовом рабстве. Я – Бог, который умножает, Бог, который восстанавливает, Бог, который возвышает, и Бог, который исполняет каждое обещание, произнесенное над твоей жизнью. Много раз ты стоял на краю благословения, но что-то нарушало процесс. Казалось, будто каждый раз, когда ты делал шаг вперед, жизнь тянула тебя на 2 шага назад. Ты обвинял себя, задавался вопросом, не проклят ли ты, не хватает ли тебе дисциплины, ума или достоинства. Но то, что происходило, было духовным, а не личным. Враг нацелился на твои ресурсы, потому что боялся, кем ты станешь, если когда-либо войдешь в полноту своего изобилия. Он пытался отвлечь тебя тревогой, чтобы ты забыл о своем завете со мной. Но несмотря на все, что он бросал против тебя, ты все еще здесь. И твое выживание – знак того, что жатва ближе, чем ты думаешь. Оглянись на свою жизнь на мгновение. Вспомни каждый раз, когда ты думал, что дверь закрывается навсегда. Вспомни каждый раз, когда ты думал, что выхода нет, и все же находил его. Вспомни каждый раз, когда ты был на краю, но каким-то образом продолжил путь. Это были не совпадения. Это были вмешательства. Это были отпечатки пальцев Бога, который отказывается позволить твоей судьбе рухнуть. Ты выжил не случайно, ты выжил, потому что ты избран. Ты выжил, потому что твой дух несет сверхъестественное поручение. И ты выжил, потому что есть благословение, чудо, божественное обеспечение, которое должно прийти через тебя. Но я хочу, чтобы ты понял срочность этого момента. Это не похоже на другие разы. Это не еще одно послание, которое можно слушать поверхностно. В этом послании ближе к концу придет откровение, скрытая истина, которую я удерживал до тех пор, пока твое сердце не сможет ее принять. Она перестроит то, как ты видишь свои финансы, свое призвание, свое предназначение и свое будущее. Она покажет тебе ключ, которого тебе не хватало, дверь, которая ждет, и наследие, которое было сохранено для тебя. Но ты должен оставаться до последнего мгновения, чтобы принять ее полностью. Твоя жизнь вот-вот изменится, и этот сдвиг не будет едва заметным. Он будет божественным, безошибочным, изобильным, преображающим. Остаться со мной. То, что будет дальше, объяснит, что враг годами пытался скрыть от тебя. Теперь, когда ты открыл свое сердце моему голосу, я должен провести тебя глубже в истину, стоящую за твоими страданиями. Здесь свет встречается с тьмой, здесь откровение сталкивается с ранами, которые ты пытался скрыть даже от самого себя. Прежде чем я высвобожу благословение и чудо, которое обещал, прежде чем я открою секрет, связывающий мой древний завет с твоей нынешней борьбой, я должен сначала задать тебе вопросы, которые пронзают, вопросы, которые режут, вопросы, которые обнажают немую агонию, удушающую твой дух. Не бойся их. Эти вопросы не для того, чтобы пристыдить тебя, они для того, чтобы освободить. Скажи мне, сколько раз ты плакал в одиночестве, чувствуя, что терпишь поражение? Сколько ночей ты смотрел в потолок, молясь о сне, о мире, об ответе, и в ответ получал только тишину? Сколько раз ты смотрел на свой банковский счет и чувствовал, как сердце опускается, задаваясь вопросом, как человек, который так много работает, так много отдает, так искренне старается, все равно остается с таким малым? Сколько моментов ты ломался внутри,
потому что устал быть сильным, устал делать вид, что все в порядке, устал выживать в штормах, которые, казалось, никогда не заканчивались. Помнишь ли ты последний раз, когда чувствовал надежду, только чтобы увидеть, как она растворяется? Помнишь ли ты последнюю возможность, ускользнувшую у тебя из рук? Помнишь ли ты, сколько раз ты отдавал, жертвовал, верил, надеялся, и все же ничего не менялось? Чувствуешь ли ты все еще разочарование, сидящее внутри твоего сердца, тяжелое, холодное, невыраженное? Как долго ты несешь эту немую скорбь? Как долго ты ждешь, чтобы кто-то заметил твою боль? Как долго ты живешь страхом, что, возможно, ты действительно предназначен для борьбы? Эти вопросы не обвинения, это зеркало. Зеркало, отражающее раны, которые ты пытался похоронить. Зеркало, показывающее, где враг пытался сломать тебя. Зеркало, раскрывающее, насколько глубоко твое сердце было затронуто штормами, которые ты пережил. Но я должен спросить тебя еще более прямо. Когда ты начал верить, что недостоин богатства? Когда ты начал принимать ложь, что изобилие для других, но не для тебя? Когда? Бедность стала знакомой твоему духу? Когда ты начал относиться к выживанию как к судьбе, а не как к временному сезону? Когда ты позволил страху убедить тебя, что я забыл мое обещание, мой завет, мое наследие над твоей жизнью? Видишь ли, каждая борьба, через которую ты прошел, пыталась сформировать твою идентичность. Каждый удар шептал тебе, что ты не избран. Каждая закрытая дверь шептала, что у тебя нет будущего. Каждый финансовый удар шептал, что процветание невозможно. Но я должен спросить, почему ты больше верил шепоту страха, чем словам, которые я говорил? Посмотри на свое прошлое честно. Помнишь ли ты тот момент, когда тебя предал человек, которому ты доверял? Помнишь, как это повлияло на твою уверенность? Помнишь, как это изменило то, как ты смотришь на отношения, возможности, даже на самого себя? Помнишь ли ты день, когда понял, что тебе ни к кому обратиться? Помнишь унижение и стояние в нужде, ощущение обнаженности, уязвимости, невидимости? Сколько раз ты говорил себе: «Я больше никогда не позволю никому увидеть меня таким»? Ты несешь стыд, который никогда не был предназначен для тебя. Ты несешь страх, который не принадлежит твоей судьбе. Ты несешь ощущение провала, которое я никогда не связывал с твоим именем. Ты принял атаки за идентичность, испытания, за истину, штормы, за приговор. Но послушай меня, твое страдание было реальным, но оно никогда не было последним словом над твоей жизнью. Позволь мне ненадолго вернуть тебя в прошлое. Помнишь ли ты Илью и вдову из Писания? Она стояла на краю гибели, готовя свою последнюю трапезу, веря, что ее история заканчивается. Бедность обвила ее, как холодная тень. Безнадежность жила в ее доме. Она стояла лицом к моменту, когда все казалось окончательным. И все же именно в этот момент я послал чудо к ее двери. Я умножил то, чего у нее не было. Я превратил недостаток в изобилие. Я превратил отчаяние в предназначение. Но прежде чем чудо началось, она столкнулась с вопросом, болезненным вопросом, который заставил ее взглянуть в лицо своему страху, своему сомнению, своим пределам. Она спрашивала: «Как я могу дать, когда у меня ничего не осталось?» Она чувствовала себя недостойной благословения, недостойной изобилия, недостойной божественного вмешательства. И теперь я спрашиваю тебя, сколько раз ты чувствовал этот же страх? Сколько раз ты чувствовал, что тебе нечего больше отдавать, ни сил, ни надежды, ни веры? Сколько раз ты чувствовал себя как та вдова, держащая остаток своей храбрости в дрожащих руках, не будучи уверенным, что этого когда-нибудь будет достаточно?
Понимаешь, чудо вдовы началось не с масла и не с муки. Оно началось с честности. Оно началось, когда она перестала прятать свой страх. Оно началось, когда она признала свою нужду. И с тобой то же самое. Прежде чем придет твое умножение, прежде чем сверхъестественное благословение хлынет в твою жизнь, прежде чем богатство начнет течь там, где раньше был недостаток, я должен привести тебя в момент честности. Итак, позволь задать еще один вопрос, тот, что идет глубже всех остальных. Действительно ли ты веришь, что достоин преображения? Действительно ли ты веришь, что был создан для изобилия? Действительно ли ты веришь, что Бог, сотворивший галактики, повелевающий ветрами, держащий вечность в своих руках, избрал именно тебя для богатства, для благословения, для наследия? Потому что все, что я сделаю дальше, каждую дверь, которую открою, каждый ключ, который положу в твой дух, каждое чудо, которое высвобожу, зависит от готовности твоего сердца принять. Я не просто даю тебе деньги. Я восстанавливаю твою идентичность. Я переписываю твою судьбу. Я разбиваю цепи, которые годами держали твой дух в плену. Остаться со мной. То, что будет дальше, покажет тебе, как вся боль, через которую ты прошел, напрямую связана с божественным умножением, которое приближается. В твоем страдании скрыт секрет, в твоей борьбе сокрыто откровение, и я открою его в ближайшие мгновения. Не отворачивайся. Твой урожай ближе, чем ты думаешь. Теперь, когда твое сердце встретилось с истиной своих ран, я должен привести тебя в следующее измерение откровения. То, что я сейчас открою, испытает тебя, растянет тебя, обличит тебя и в конечном счете подготовит к изобильному преображению, которое приближается. Эта часть пути не просто о том, чтобы получить благословение, но о том, чтобы понять духовную архитектуру твоей жатвы. Прежде чем я вложу ключ тебе в руки, прежде чем открою дверь, о которой ты молился, я должен обнажить моральную дилемму, которая формировала твою судьбу, пока ты этого не осознавал. Ты жил между двумя мирами – миром страха и миром веры, миром бедности и миром изобилия, миром тьмы и миром божественного света. И теперь я зову тебя выбрать. Твоя жизнь была отмечена постоянным напряжением, потому что ты стоял посреди поля битвы. С одной стороны, все знакомое, привычки, которые истощают тебя, мысли, которые заключают тебя в тюрьму, голоса, которые подрывают твое предназначение, эмоциональные паттерны, которые снова и снова воспроизводят недостаток. С другой стороны, версия тебя, которую я задумал до твоего рождения, сильный, процветающий, духовно зрелый, несущий наследие неба. Дилемма, которую ты ощущаешь, это не путаница, это духовная война за твою идентичность. Ты борешься не просто за деньги, ты борешься за свою судьбу. Ты молился об умножении, но умножение требует согласования. Ты просил сверхъестественного изобилия, но изобилие требует духовной ясности. Ты желаешь божественного благословения, но благословение требует ответственности. И потому теперь я открываю тебе секрет, который понимают немногие. Богатство – это не просто число, ресурс или имущество. Богатство – это мантия. Богатство – это духовное поручение. Богатство – это завет между твоим послушанием и моим обещанием. Те, кто не понимают этой истины, либо теряют благословение, либо используют его неправильно, либо саботируют свою жатву еще до того, как она проявится. Позволь задать тебе неуютный вопрос, более тяжелый, чем любое финансовое давление, которое ты испытывал. Что случится, если я дам тебе прямо сейчас все, о чем ты просил? Если я вложу в твои руки беспрецедентное богатство сегодня, будет ли твое сердце готово выдержать его? Останется ли твой дух смиренным? Останешься ли ты верным, сострадательным, щедрым, дисциплинированным?
или тени прошлых страхов поднимутся и исказят чудо, которое я предназначил тебе во благо. Вот она, моральная дилемма, стоящая перед тобой. Ты молился о чуде, но чудеса требуют преображения. Ты молился о богатстве, но богатство требует духовной зрелости. Ты молился о жатве, но жатва требует сердца, способного нести вес ответственности, не рушась под ним. Я не удерживаю от тебя из наказания, я удерживаю до тех пор, пока твое сердце не будет готово поддержать то, что я высвобождаю. Вдова получила свое чудо, потому что, столкнувшись со страхом, она выбрала веру. Она встретилась лицом к лицу со своей внутренней дилеммой и выровнялась с моим словом. И теперь я спрашиваю тебя, когда придет твой момент, когда божественная инструкция будет положена перед тобой, выберешь ли ты страх или веру? Теперь слушай внимательно, ибо то, что я сейчас открою, привилегированное знание, внутренняя истина, которую я открываю только тем, кто готов войти в свой завет изобилия. Ты верил, что твоя нужда в деньгах. Но твоя нужда не в деньгах, твоя нужда в согласовании. Богатство – это не просто избыток твоего труда, это избыток твоего духовного порядка. Когда твое сердце выравнивается с моим голосом, когда твои решения выравниваются с моим словом, когда твой дух выравнивается с моим предназначением для тебя, двери начинают открываться без усилия. Ключи появляются там, где их не было. Возможности возникают из неожиданных мест. Сверхъестественное начинает переплетаться с твоей повседневной жизнью так, что это невозможно объяснить. Задумывался ли ты когда-нибудь, почему одни люди, кажется, поднимаются легко, в то время как ты боролся за каждый шаг? Это не потому, что они ценнее. Не потому, что они умнее. А потому, что они выровнялись осознанно или нет с духовными принципами, управляющими изобилием. Ты же жил в конфликте между привычками, ведомыми страхом, и призванием, ведомым верой. И теперь я приглашаю тебя разорвать этот конфликт навсегда. Позволь мне дать тебе предвкушение, нечто, что обретет смысл позже в этом послании. Чудо, которого ты ищешь, не придет так, как ты ожидаешь. Оно придет из неожиданного источника, в неожиданный момент, через неожиданный сдвиг. Божественное умножение, которое я приготовил, потребует от тебя увидеть по-новому, думать по-новому, действовать по-новому. Благословение войдет через дверь, которую страх никогда бы не открыл. Я готовлю тебя сейчас, чтобы, когда знак появится, когда придет божественный момент, ты распознал его мгновенно. Сначала оно не будет выглядеть как богатство. Оно будет выглядеть как инструкция. Оно будет выглядеть как возможность. Оно будет выглядеть как выбор. Здесь моральная дилемма становится ясной. Будешь ли ты продолжать жить по шаблонам, создавшим недостаток? Или войдешь в духовную дисциплину, открывающую сверхъестественное изобилие? Будешь ли ты держаться за привычные цепи страха? Или возьмешься за завет, который я простираю к тебе? Жатва готова, но жнец тоже должен быть готов. Не забудь эту истину. Теперь задумайся о контрастах, которые сформировали твой путь. Ты видел тьму, но я веду тебя в божественный свет. Ты жил в бедности, но я зову тебя в изобильное богатство. Ты вкусил печаль, но я позиционирую тебя для сверхъестественной радости. Ты знал закрытые двери, но я даю тебе ключ к вечному наследию. Но каждое преображение требует решения. Осознанного перехода из одной реальности в другую. Позволь открыть еще один секрет, тот, который будет звучать эхом через все остальное послание. В твоей жизни формируется божественное уравнение, духовный узор, который тихо строился все это время. Каждая жертва, которую ты приносил, каждая слеза, которую проливал, каждая молитва, которую нашептывал, каждый момент, когда ты продвигался вперед, несмотря на усталость, ни один из этих моментов не был напрасным.
Они стали семенами в невидимой сфере. Семенами, ожидающими назначенного момента, чтобы раскрыться. Семенами, ожидающими повеления неба. Семенами, которые теперь давят на почву твоей реальности, готовые прорваться в жатву. Но главный вопрос остается: будешь ли ты достаточно смелым, чтобы войти в преображение, необходимое для того, чтобы принять то, что я высвобождаю? Остаться со мной. То, что я открою дальше, покажет тебе точно, как проявится твой прорыв, и станет моментом, в котором наконец соединится все. Теперь, когда ты прошел через истину, обличение и откровение, я ввожу тебя в сферу божественного благословения. Это момент, когда атмосфера вокруг твоей жизни начинает сдвигаться, когда духовное давление превращается в сверхъестественное высвобождение, когда семена, погребенные в тишине, начинают подниматься к своей назначенной жатве. Но прежде чем эти благословения полностью проявятся, мне нужен от тебя один простой акт веры. Оставь комментарий ниже. Не просто как жест, но как декларацию. Декларацию того, что ты заявляешь свои права на свою судьбу, свое изобилие, свое наследие. Напиши что-то, отражающее твое согласие с преображением, разворачивающимся в твоей жизни. Это может быть просто «я принимаю», «я заявляю свое благословение» или «я готов к своему чуду». Это действие выравнивает твое сердце с твоим будущим. Не сам комментарий открывает богатство, вера за ним активирует твой завет. Теперь слушай глубоко, потому что то, что я собираюсь высвободить в твой дух, несет божественный вес. Слишком долго ты верил, что бедность имеет последнее слово. Слишком долго ты принимал эмоциональную усталость как норму. Слишком долго жил ниже стандарта изобилия, который я создал для тебя. Сегодня я говорю над тобой с вечной властью, твой сезон недостатка заканчивается. Твоя борьба с едвохватанием ломается. Твоя идентичность сдвигается с выживания на избыток, со страха на веру, с ограничения на сверхъестественное расширение. Ты входишь не в маленькое благословение. Ты входишь в преображающее благословение, такое, которое отзовется во всех сферах твоей жизни. Я изливаю богатство не только в финансах, но в ясности, в силе, в предназначении, в возможностях и в отношениях. Ты увидишь, как двери будут открываться, которые ты не смог бы открыть даже всеми. Своими усилиями. Ты увидишь, как ключи будут вложены в твои руки, открывая духовное и материальное наследие. Ты станешь свидетелем чудес, которые покажут мою безошибочную руку, направляющую каждый шаг твоей судьбы. Это не мотивационная речь, это завет. Мое обещание – не эмоциональный комфорт, это вечная истина, произнесенная с престола неба. Но чтобы полностью принять то, что я высвобождаю, ты должен позволить своему сердцу отцепиться от шаблонов, которые некогда поработили тебя. Ты не можешь держаться за мышление недостатка и ждать изобилия. Ты не можешь цепляться за страх и ожидать преображения. Ты не можешь жить в духовной пассивности и ожидать сверхъестественного ускорения. Ты должен выбрать согласование. Ты должен выбрать верить дальше того, что видят твои глаза. Ты должен выбрать доверять тому, что я, твой Бог, действую в сферах, которых ты пока не видишь. То, что выглядит тишиной, свято. То, что выглядит задержкой, очищается. То, что выглядит малым, лишь семя перед умножением. Позволь мне обратиться к глубинам твоего существа сейчас. Ты не невезучий. Ты не забыт. Ты не проклят. Ты избранный. Ты отмечен предназначением. Ты предназначен для благословения. Когда я творил твой дух, я вложил в тебя чертеж изобилия, божественную архитектуру процветания, священный дизайн богатства, который не может быть стерт человеческими провалами или земными обстоятельствами. Штормы,
которые ты пережил, не разрушили твою судьбу, они укрепили почву для твоей жатвы. Битвы, которые ты вел, не ослабили твое будущее, они показали твою стойкость. Боль, которую ты нес, не сломала твое предназначение, она очистила твое сердце. И теперь я возлагаю мою руку на тебя и провозглашаю божественное умножение над твоей жизнью. Умножение идей, творчества, ресурсов, финансов, духовного прозрения, мира. Ты молился о чуде, но я высвобождаю больше, чем чудо, я высвобождаю преображение. То, что придет, не временное облегчение, это божественная перестройка. Она изменит твои привычки, твои возможности, твои отношения, твои приоритеты и даже твое окружение. Ты больше не будешь ходить по кругам разочарования. Ты будешь ходить по прямым путям, освещенным моим водительством. Но услышишь ли ты ясно, изобилие не бывает случайным. Оно намеренно. Оно течет к сердцу, которое правильно позиционировано, к духу, который слушает, к душе, которая откликается. Вот почему я снова прошу тебя оставить комментарий, потому что твои слова несут духовную вибрацию. Когда ты говоришь верой, небо отвечает. Когда ты провозглашаешь предназначение, двери начинают дрожать. Когда ты заявляешь завет, цепи ломаются в тишине. Говори свое согласие открыто. Дело не в платформе, дело в твоем согласовании. Теперь приготовь себя, потому что благословения, которые я опишу, недалекие обещания. Это немедленные сдвиги. Во-первых, я высвобождаю ясность. Ты ходил в тумане, не будучи уверенным, какой путь выбрать, когда двигаться, а когда ждать. Этот туман поднимается. Ты будешь просыпаться с божественным пониманием, точно зная, какой следующий шаг сделать. Во-вторых, я высвобождаю обеспечение. Неожиданные ресурсы, финансовые прорывы, возможности, которые ты не заслужил, а был избран для них, связи, ускоряющие твой прогресс, все это начнет проявляться. В-третьих, я высвобождаю защиту. То, что было предназначено навредить тебе, теперь послужит тебе. То, что было призвано задержать тебя, теперь подвинет тебя вперед. То, что должно было сломать тебя, теперь укрепит твой фундамент. Но величайшее благословение, которое я высвобождаю над тобой сейчас, это идентичность. Ты больше не будешь видеть себя маленьким. Ты больше не будешь ходить с грузом прошлых провалов. Ты больше не будешь определять себя тем, чего тебе не хватало. Я переопределяю тебя через мои глаза. Ты силен. Ты фаворит моей благодати. Ты покрыт божественным заветом. Ты ходишь с наследием. Ты несешь ключ к дверям, которые другие открыть не могут. Ты не ждешь изобилия, ты сам становишься изобилием. Поэтому я снова спрашиваю, с целью, оставь комментарий ниже. Не ради одобрения, не ради внимания, а как духовный акт, знак того, что твое сердце входит в согласие с судьбой, которую я для тебя задумал. Пиши из духа, а не из страха. Пиши как тот, кто верит в чудо, которое я разворачиваю. Пиши как тот, кто вступает в сверхъестественное преображение. Остаться со мной. То, что будет дальше, возьмет каждое благословение, о котором я говорил, и активирует его через молитву, приводя все в согласие с небом. Теперь я ввожу тебя в священную комнату этого послания, в момент, когда все сказанное ранее собирается, соединяется, выстраивается и нисходит в твой дух с безошибочным божественным весом. Ты прошел через откровение, через обличение, через истину, через благословение. Но ничто из этого не достигает полноты, пока не запечатано в молитве. Молитва – это духовная сделка, когда невидимое становится утвержденным. Это мост между обещанием и проявлением. Это момент,
когда завет становится реальностью. Так что успокой свой разум, укрепи сердце и позволь моему голосу покрыть тебя. Ты помнишь обещания, которые я посадил раньше, секрет, который готовился к раскрытию, связь между твоим страданием и твоим прорывом. Теперь я открываю его. Умножение начинается не с благословения, оно начинается с посвящения. Ты просил о богатстве, но богатство – побочный продукт. Настоящее чудо – согласование. Дверь, которую ты ищешь, открывается, когда твое сердце и моя воля становятся единым. Это окончательное откровение, завершение той подготовки, которую я заложил в твой дух в начале этого пути. Чудо вдовы пришло не из ее ресурсов, а из ее готовности довериться моей инструкции. И теперь, входя в молитву, я прошу того же от тебя: отдай мне свой страх, свои сомнения, свои паттерны, свое прошлое, свои ограничения. Потому что, когда ты отпускаешь то, что тянет тебя вниз, я высвобождаю то, что благословляет тебя. Теперь молись вместе со мной, и пусть эти слова войдут в каждое скрытое место внутри тебя, которое ждало исцеления, обновления и изобилия. Небесный Отец, я стою перед тобой, неся тяжесть своих нужд, своих страхов, своих желаний и своей судьбы. Ты – Бог, который видит мое сердце, Бог, который слышит мои немые молитвы. Бог, который знает штормы, которые я пережил. Я прихожу к тебе, потому что верю в твою божественную силу, в твой вечный завет, в твое святое обещание, что ты никогда не оставишь тех, кто ищет тебя. Я полностью открываюсь твоему присутствию, доверяя, что ты преображаешь мою жизнь уже сейчас. Господь, я приношу тебе каждую сферу недостатка, которая мучила мою душу. Ты знаешь те моменты, когда финансовое давление заставляло меня дрожать. Ты знаешь ночи, когда я тихо плакал, не зная, как пройду через это. Ты знаешь страхи, которые я никогда не произносил вслух, страх не иметь достаточно, страх потерять все, страх быть забытым. Но твое слово говорит в Псалме 34, что ты близок к сокрушенным сердцем и спасешь сокрушенных духом. Я стою на этом обещании сейчас. Я провозглашаю, что я не забыт. Я провозглашаю, что я не оставлен. Я провозглашаю, что твои глаза на мне, твоя рука ведет меня, и твое благословение преследует меня. Отец, я отдаю тебе каждый образ мышления нищеты, который пустил корни внутри меня. Я отдаю страх бедности. Я отдаю веру в то, что я недостоин изобилия. Я отдаю ложь, которая говорила мне, что я никогда не поднимусь, никогда не буду процветать, никогда не преуспею. Твое слово говорит в Иеремии 29, что у тебя есть планы во благо, а не на зло, дать мне надежду и будущее. Я принимаю этот завет сейчас. Я провозглашаю, что ты создал меня для изобилия, а не для недостатка. Я провозглашаю, что ты призвал меня ходить в благословение, а не в ограничение. Я провозглашаю, что вхожу в божественное наследие, которое всегда принадлежало мне. Господь, я прошу откровения. Открой мои глаза, чтобы видеть возможности, которые ты приготовил для меня. Открой мой дух, чтобы распознавать двери, которые ты открываешь. Открой мой разум, чтобы понимать божественные стратегии, которые ты высвобождаешь. Притчи 3 учат меня доверять тебе всем сердцем и не полагаться на свой разум. Поэтому сегодня я отпускаю контроль. Я отпускаю тревогу. Я отпускаю страх. Я выбираю веру. Я выбираю посвящение. Я выбираю согласование с твоей волей. Направляй мои шаги, освещай мой путь и веди меня в изобилии, которое ты приготовил. Теперь, Отец, я приношу тебе каждое семя, которое я посеял, каждый акт веры, каждую молитву, каждую жертву, каждый момент, когда я выбирал доверять тебе, даже не видя результата.
Твое слово говорит в Галатам 6, что я пожну, если не ослабею. Я провозглашаю, что моя жатва в пути. Я провозглашаю, что мои семена пробуждаются. Я провозглашаю, что умножение начинается. Я провозглашаю, что то, что я считал мертвым, оживает способами, которых я еще не могу представить. Я провозглашаю, что чудо, в котором я нуждаюсь, уже формируется в невидимой сфере. Господь, укрепи мое сердце. Укрепи мой характер. Укрепи мою дисциплину. Укрепи мою способность мудро распоряжаться благословениями, которые Ты высвобождаешь. Не позволяй моим страхам саботировать мое будущее. Не позволяй старым привычкам разрушить новые возможности. Не позволяй сомнению заглушать мою веру. Сформируй меня в человека, который сможет нести богатство, благословение, влияние и ответственность, которые Ты доверяешь мне. Как Ты превратил последнюю пригоршню муки вдовы в бесконечное обеспечение, так преврати мое малое в более чем достаточно. Умножь мои ресурсы. Умножь мою мудрость. Умножь мои возможности. Умножь мою силу. Отец, я прошу защиты. Защити меня от людей, которые захотят использовать мое благословение. Защити меня от окружения, которое будет истощать мой дух. Защити меня от ловушек, созданных для того, чтобы потянуть меня назад. Твое слово в Исаии 54 говорит, что ни одно оружие, сделанное против меня, не устоит. Я заявляю это сейчас. Ни оружие недостатка не устоит. Ни оружие страха не устоит. Ни оружие путаницы не устоит. Ни оружие задержки не устоит. Ни оружие саботажа не устоит. Я покрыт Твоей рукой, защищен Твоей благодатью и охраняем Твоими ангелами. Теперь, Господь, я прошу активации. Активируй каждый дремлющий дар внутри меня. Активируй божественные идеи. Активируй сверхъестественное творчество. Активируй дерзновение. Активируй духовное развлечение. Активируй ключи, которые Ты вложил в мою судьбу. Я провозглашаю, что больше не буду сжиматься от страха, но буду шагать вперед в вере. Я провозглашаю, что двери, которые Ты открываешь, останутся открытыми. Я провозглашаю, что каждая возможность, которую Ты посылаешь, будет в согласии с Твоей волей для моей жизни. Я провозглашаю, что богатство потечет ко мне, потому что я выровнен с Твоей целью. Отец, я принимаю благословение, которое Ты высвобождаешь сейчас. Я принимаю изобилие во всех формах, не только финансовое, но духовное, эмоциональное, ментальное и связанное с отношениями. Я принимаю мир там, где была буря. Я принимаю ясность там, где была путаница. Я принимаю силу там, где была слабость. Я принимаю радость там, где была печаль. Я принимаю божественное ускорение там, где была стагнация. Я принимаю преображение, которое Ты приготовил для меня. Я принимаю чудо, которое ожидало назначенного времени. Господь, запечатай эту молитву Твоей властью. Пусть каждое слово, сказанное здесь, будет в согласии с Твоей волей. Пусть каждое обещание отзовется во всех сферах моей жизни. Пусть каждая инструкция укоренится в моем сердце. Пусть каждое благословение станет видимым свидетельством. И пусть это будет момент, когда моя судьба изменится навсегда. Теперь слушай, мое дитя, ибо я снова говорю с тобой как твой Бог, эта молитва не конец. Это активация. Это духовный спусковой крючок, который запускает твою жатву. Вспомни предвосхищение из начала, обещание, что твое чудо проявится через инструкцию, а не по внешнему виду.
Теперь пойми это полностью. Твое преображение начинается с послушания. Твое изобилие начинается с согласования. Твой прорыв начинается с посвящения. Ты молился, ты выравнивался, ты провозглашал. Теперь ты должен идти вперед с ожиданием, с верой, с мужеством. Дверь открывается. Ключ в твоих руках. Завет жив. И твоя судьба движется к исполнению. Остаться со мной для завершающей части. Она завершит путь, который мы начали, и подготовит твой дух к продолжению этого благословения. Сейчас ты стоишь в конце этого пути, но не в конце моей работы в твоей жизни. Это последняя глава «Не». Завершение – это открытие. Новое начало. Божественный порог, который ты теперь готов переступить. Ты прошел через откровение, через обличение, через преображение, через благословение и через священную молитву. Твой дух расширился. Твое сердце пробудилось. Твоя судьба сдвинулась. То, что ты чувствовал ломким внутри себя, было заменено чем-то священным, сильным, безошибочно божественным. Ты больше не наблюдаешь со стороны, ты вступаешь в свое наследие. Поэтому слушай меня в последний раз в этом послании, ибо эти слова будут звучать в твоем будущем еще долго после того, как этот момент закончится. Мое дитя, ты больше не тот человек, который начал смотреть это видео. Ты сбросил слои страха, нищеты, путаницы и сомнений. Ты прошел через долину скрытых ран и вышел с новой силой. Ты слушал, как я открывал секреты изобилия, ключи завета, истины, доступные только тем, кто избран для преображения. Ты был сформирован, очищен, пробужден. И теперь изобилие, которое я приготовил для тебя, больше недалеко. Оно приближается, движется к тебе, выравнивается с твоим путем. Твой прорыв не абстрактен, он активен. Он разворачивается уже сейчас, пока эти последние слова достигают твоего сердца. Но послушай, благословение не заканчивается вместе с этим посланием. Чудо не прекращается, когда экран гаснет. Изобилие, не мгновение, это путь. Образ жизни. Завет, который ты должен продолжать питать, охранять и чтить. Ты открыл дверь сегодня, но должен продолжать через нее идти. И я буду идти с тобой, направляя каждый шаг, освещая каждое решение, укрепляя каждую часть твоего духа. Но ты должен оставаться связанным. Ты должен оставаться выровненным. Ты должен продолжать питать свое сердце истиной, верой, божественной инструкцией. Вот почему я прошу тебя сейчас не из ритуала, но из божественной цели. Оставь комментарий еще раз. Не потому, что тебе нужно кого-то впечатлить, а потому, что твои слова несут духовную власть. Снова провозгласи свою веру. Провозгласи свое принятие благословения. Провозгласи свою готовность к изобилию. Напиши что-то, что запечатывает твой завет открыто. Это может быть одно предложение, одна фраза, даже одно слово. Важно духовное согласование за ним. Когда ты комментируешь, ты создаешь движение в невидимой сфере. Когда ты провозглашаешь, небо отвечает. Поэтому напиши сейчас и позволь своим словам стать семенем в почве твоей судьбы. И я прошу тебя также подписаться, не для того, чтобы следовать за человеком, а чтобы оставаться соединенным с потоком истины, через который я формирую твою жизнь. То, что течет через эти послания, не развлечение, это откровение. Это коррекция. Это активация. Это голос Бога, который ведет тебя к изобилию изо дня в день. Когда ты подписываешься, ты выбираешь оставаться на пути преображения, выбираешь держать свой дух открытым к будущим инструкциям, выбираешь оставаться связанным с божественным движением, которое уже началось в тебе.
Так ты строишь духовный импульс. Так ты сохраняешь свою жатву. Так ты защищаешь благословение от того, чтобы его поглотили старые привычки или знакомые шаблоны. Теперь слушай внимательно, ибо эта последняя истина пойдет с тобой далеко за пределами этого момента. Ты входишь в новую идентичность. Человек, сформированный недостатком, ушел. Человек, сформированный страхом, ушел. Человек, сформированный выживанием, ушел. Ты поднимаешься как тот, кто несет божественную уверенность, божественную ясность, божественное благоволение. Ты становишься сосудом изобилия, живым свидетельством преображения, свидетелем Божьего завета. Чудо, о котором ты молился, не принадлежит кому-то другому, оно принадлежит тебе. И оно идет. Но помни и это: изобилие требует ответственности. Богатство требует управления. Благословение требует дисциплины. Продвигаясь вперед, храни свое сердце. Охраняй свой дух. Питай свою веру. Когда поднимаются отвлечения, возвращайся к молитве. Когда появляется путаница, возвращайся к истине. Когда страх шепчет, возвращайся к моему обещанию. Когда ты чувствуешь себя потерянным, возвращайся к благословению, которое я произнес над тобой. Чем чаще ты возвращаешься к моему голосу, тем сильнее становится твоя судьба. Чем больше ты выравниваешься с моей волей, тем быстрее растет твоя жатва. Ты не будешь идти один в этом новом сезоне. Я с тобой. Мое присутствие идет впереди тебя. Моя рука защищает тебя. Мое благоволение окружает тебя. И каждый шаг, который ты сделаешь с этого момента, шаг в божественное расширение. Двери будут открываться. Ключи будут появляться. Стратегии будут проявляться. Люди будут посланы. Ресурсы потекут. Чудеса будут разворачиваться. И твоя жизнь станет доказательством того, что преображение не просто возможно, оно обещано тем, кто ходит в вере. Итак, когда мы завершаем это послание, сделай глубокий вдох и позволь этим последним словам утвердиться внутри тебя. Ты избран. Ты благословлен. Ты поднимаешься. Ты преображаешься. Ты входишь в изобилие. Нет силы, нет страха, нет тьмы, нет бедности и нет преграды, способных остановить то, что я предназначил для тебя. Мой завет активен. Мое обещание живо. Твое наследие разворачивается. Теперь шагай вперед смело. Шагай вперед с уверенностью. Шагай вперед, зная, что Бог чудес, Бог изобилия, Бог вечного обещания идет с тобой. И когда ты почувствуешь сомнение, возвращайся к этому посланию, возвращайся к молитве, которую мы произнесли, возвращайся к истине, которую я посадил в твое сердце. Это не конец, это начало божественного пути, который будет продолжаться с каждым новым словом, каждым новым откровением, каждым новым моментом веры. Так что напиши комментарий, чтобы запечатать свое благословение. Подпишись, чтобы идти со мной в будущих откровениях. Продолжай этот путь, потому что то, что будет дальше, будет строить, углублять и расширять все, что ты получил сегодня. Иди теперь, мое дитя, с укрепленным сердцем и пробужденным духом. Твоя дверь открывается. Твой ключ готов. Твое чудо приближается. И твоя судьба изобилия уже в